как ветра. Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. У нас сегодня обзор Лада Веста, но мы хотим отличаться от всех, кто снял обзор Лады Весты, а обзор Лады Весты сняли уже все. Мы снимем сегодня обзор двух Лады Веста. Ладно, если серьезно, так и есть. Там две стоит, черная и белая. Они есть только в автосалоне в Сальске. Мы едем в Сальск, 160 или 180 километров. 170. Посмотреть на это чудо автомобилестроения. Тигран хочет заодно, он думает о покупке ее. И мы сегодня будем смотреть глазами покупателей, как... вы приехали в автосалон, покупать вам или нет. Потому что в остальных обзорах вы услышали много умных слов. Макферсон, L-образный и там конструктивные особенности. А мы сегодня просто глазами покупателей посмотрим. Покупать это гордость. Это гордость российского автомобилестроения или не покупать. Вот. И главный вопрос, так как эта машина пришла на смену Приоре, лучше ли она Приоры? Вот, у Тиграна Приора, поэтому я взял сегодня Тиграна с собой. Будем тестировать Ладу Весту. Да, посмотрим, и он уже как покупатель посмотрит, потому что он действительно является потенциальным покупателем. У него Приора уже не свежая и уже больше нескольких месяцев, поэтому скоро эту машину надо будет менять. И мы сегодня узнаем, нужна ли Тиграну Лада Веста. А также ответим на вопрос, робот или механика, потому что робот очень сильно ругают. Мы попробуем сегодня проверить, действительно ли робот такой кал и стоит ли брать механику. Вы ждете, что мы будем обсирать. Проще всего делать обзор автомобиля, обсирая. И вот когда мы едем в пятерке, вот сейчас пересаживаешься в Весту, я все там смогу обосрать. Вообще, клянусь, все обосрать смогу, начиная от пластика. Вот, но мы... Спорим, не сможешь обосрать, потому что ты когда сел к Приору, ты говорил, что она хорошая. Не говорил, есть, что она... И там есть больше функций, чем в твоей боевой. Слышь, если говно шоколадной крошкой посыпать, понимаешь, а потом вставить туда изюминок еще, а потом сахарной пудрой сверху и начинку из там сбитых сливок, это говно будет, Тигран, понимаешь, все равно. Я понял, нет, да я горжусь российским автопромом. Но Приора осталась десяткой, там, я удивился, конечно, что там есть все, там опций больше, чем у меня в Бэхе, но от этого она не становится надежнее, быстрее, тише и так далее. Нет, российским автопромом надо гордиться. Я вот к чему это все говорил. Мы не будем сегодня обсирать эту машину, потому что очень просто после иномарки обосрать русскую машину. Мы постараемся наоборот найти, что в ней есть хорошего. Преимущество перед конкурентами вряд ли я буду искать, потому что я не очень хорошо знаком с Солярисом, с чем там, Kia Rio, да, наверное, там и так далее. Вот, постараемся найти хорошее, конечно, потроллим чуть-чуть, чтобы, иначе какой обзор без троллинга. Два мифа есть про Весту, что их нет, и все раскупили, и такой ажиотаж. И второй миф, это что человек провел анализ спектральный, прозвонил всем дилерам, которым можно прозвонить, и везде они есть. И везде они есть в наличии. Это пи***ж, их нету нигде действительно. Мы едем в Сальск, там есть две. В Ростове, к сожалению, мы не нашли. Наверное, они уже есть, то есть они сейчас плавно начинают затекать на дилеров. Но вот в данный момент машин раз-два и обчелся. Тигран, тебе нравится? Ты что, магнитофон с***ешь, что ли? Ну тут нечего воровать. Да почему? Обычный магнитофон, даже диск, блядь. Фанатам Лады Весты продашь. Слышь, у меня все выключилось. Прикинь? А это спустя 40 сколько-то И минут? все, да, без ключа я не включу теперь. Да? Смотри. О, белый свет, очень круто. Представляешь, белый и яркий. Кнопку SOS нажмете, тетя с вами с Москвы. Да, мы уже это знаем. А даже без И дядя есть. Так, давай посмотрим сразу по здесь. У нас 2 еврика обычных. штандарт. Что это еще у нас? Это СОС, а это антенна. И все, да? Так, через ИЗО, наверное, мы сможем здесь как-то вытащить межблочники, но это нужен специальный переходник. В общем, ничего тут пока не сделаешь. На бошку выведены, да, сервисные всякие вещи.
Ну, Что тут? да. Радио, аудио, скан. Ну, только телефон, громкая связь только, да? Ну да. То есть, в принципе, ее можно кастрировать. Один из первых, кто демонтировал и теперь устанавливает магнитолу на Ладу Весту. Ты не связался еще с вот этой электронной женщиной, вернее, с живой женщиной? Что вы выберете, эту или эту? А мы сейчас и будем выбирать. Мы находимся в городе Сальске, доехали, не так уж и долго ехали, 170 километров всего до него. Это улица Свободы, 286, автосалон «Автолюбитель». Они любезно предоставили нам на выбор, причем 2 машины. Мы можем сегодня поехать сделать обзор на белое, можем сделать на черное. Мы сделали лучше, мы посмотрели белую здесь, она на механике, а поедем покатаемся на роботе. Это черная тачка. Они, первая стоит 609 тысяч, вторая 624. Короче, там около 20 тысяч нужно доплатить за робот. Это очень интересная цена. Они обе в предтоповой комплектации. Не хватает здесь только мультимедиа и какого-то эксклюзивного цвета лайм. В самом топе они стоят порядка 690 тысяч. Эти обе машины сейчас в свободной продаже, вот так вот мы застали. Гоняемся за ними, где-то ее купили, где-то. Но от них мы сейчас людей отгоняли, реально, ажиотаж сумасшедший. Мы в салон зашли, машины облеплены людьми, они там лазят и в багажнике, и в салоне 5 человек сидит. Вот, интерес сумасшедший почему-то к машине, ну потому что новинка. Мы посмотрели уже подвеску, Тигран вам расскажет обязательно посадочникам, что их ждет. Эх, яблочко, ты мое спелое, а вот барышня идет кожа белая, а шуба ценная, и если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. Отличная машина, очень хорошая. Приемистая, легкое в управлении. Тигран у нас в ночном видении. Смотрим подвеску. Что ты тут видишь уже, Тигран? Я вижу, что здесь просто так задние пружины не обрежешь. Не, есть умельцы, которые режут их, и я бы не советовал. Лучше просто заменить. Не резать? Нет, лучше просто заменить. Прикольно здесь стойка крутится, а не надо разбирать весь багажник, как раньше в приорах и в наших, в принципе, во всех машинах. А она крепится здесь снаружи. В смысле с улицы? С улицы, да. Снизу. Также пластиковый бак. Пластиков? Да. То есть, опять же, для посадочных А это хорошо. И бак находится выше, допустим, чем, ну вот, смотри, вот чем нижняя точка машины. Ну вообще тут вот еще и балка еще ниже. Ну, да, если не брать, нет, балка-то она же будет, когда ты опустишь машину, балка, естественно, она выше пойдет. А балка та же самая, но ну так же, как и на приорах. Это топливная магистраль, да, не защищена Она на никак. приоре защищена, а это отвод от кондиционера. Ты уверен? Может это Нет, просто отвод от кондиционера. дренаж какой-то? Нет. Он обычно дальше же Что спереди. здесь еще прикольно сделали? Очень даже интересно. Алюминиевый поддон стоит. Коробка здесь абсолютно другая. Не приоровский, Нет. а робот приоровский, да? Ну, говорят, только говорят, что это приора. Я, если честно, даже не знаю. Здесь спереди интересная подвеска стоит. Макферсон, L-образные L-образные рычаги, там, рычаги, все это, я не знаю зачем это. Ну вот стойки похожи на Kia. Ну, давай реально на Kia похожи. Ну вот Rio. ребята, которые здесь уже на ней катались, говорят, что действительно вот про подвеску, про то, что управляется очень хорошо машина. Это правда, хоть эта машина и не занижена. Реализация она будет очень красиво. Будет смотреться. Ну да. Что касаемо выхлопа, здесь стоит 46-я труба, по-моему, или какая-то, не знаю. Короче, тоньше, чем на приоре. Это о чем говорит? Говорит о том, что можно поставить выхлоп, и она еще получше поедет. Ну ей дышать Та сейчас машина- тяжело, да, это Конечно, значит? она не, наоборот, ей дышать может и хорошо, а выходит воздух. Ну в смысле выхлоп вот, тугой. Да. Затушенная машина. И сейчас покатаемся, у нас темнеет сейчас, заодно посмотрим, насколько в салоне уютно, как горят лампочки, насколько работает хорошо свет, потому что все обзоры, которые мы до этого смотрели Лады Весты, были днем.
А сегодня вот в плохом освещении посмотрим, что из себя представляют тачки. И вот, я не знаю, какую выберем, Тигран. Ну, правда, интереснее, конечно, робот. Вот меня тянет больше к механике, потому что робот так хает. Говорят, робот такое дерьмо. Поэтому я думаю, на механике хочется поехать, но мне еще больше хочется убедиться, что робот действительно такая хрень. Итак, у нас черная и белая. Давайте начнем с салона. У нас обе тачки открыты, но у нас есть ключи. Мы можем сейчас прям сесть и уехать. Пищит вот это вот. Не знаю почему. Зачем оно пищит. Тачка новая. Руль похож на рисунок на Opel чем-то, да? Опелевские рули так сделаны. Отделка в стиле русских автомобилей. Я напомню, мы сегодня не будем ничего ругать. Я могу здесь много чего заругать. Это самое простое, да, искать слабые стороны. Мы сегодня будем искать плюсы. Начнем с аудиосистемы. Во-первых, у нас здесь, мы не знаем еще, что там стоит. Я предполагаю, что 16-е динамики. Ты можешь заглянуть туда, Тигран? Только не снимай обшивку. Сейчас посмотрим. 16-е динамики. 16-й? Ну да, наверное. Вот, и место под пищалку. То есть мы здесь можем без проблем двухполоску можем без проблем установить. У нас будут еще обзоры таких автомобилей, я уверен, да, когда... Да, разберем и послушаем, и посмотрим, как это все сделано. Вот это очень сомнительная красота, да, но оригинально, признаем. Я такого нигде не видел. Оно как будто бы уже все лопнуло и треснуло. Ну... Все пластиковое, но здесь есть у нас, по-моему, кожзам, да, какой-то винил. Габариты вынесли, как на японцах, да? Гремит что-то, да? Что-то гремит. А ну, когда я закрою дверь. Ну да, и когда закрываешь, тоже слышно. Вот, ну, я предполагаю, что надо будет сразу машину полностью оснащать шумовиброизоляцией, как, в принципе, любую машину я рекомендую это делать. У нас бензина нет, Игран, вообще нет. Ну, как мы ездим? Не знаю. Мы на черной стоим. будем. А давай черный посмотрим, что там. А ну-ка. Что у нас здесь? Ой, блядь, а как им пользоваться? Ты глянь, да, я сам не знаю. Ой, тут... А ну включи тут подсветку. чуть-чуть ниже. Ну тут больше, да. И вот, кстати, я сразу хочу обратить ваше внимание, что вот здесь русские буквы гораздо лучше, чем в иномарках и во всяких головных устройствах, где пытаются по-русски писать, да, в пионерах. Знаешь, как там? Вместо щ, ша, там, да, тут вот читабельно, все красиво, понятно. Климат, сейчас попробуем, насколько он интуитивно понятен, что это. Он А, нет, это, я думал, раздельный. Нет, это вентилятор, много положений. Ну-ка, дай послушаем. Вот, тут другой стоит, слышишь, ты? Не как в приоре. Тише или громче, или что ты имеешь? Он лучше работает, нет свистов никаких. Ага. Ладно, нахер. Так, температура мне не нравится. Тигран, вот почему так сделано? Непонятно. Непонятно сколько градусов, да, просто больше-меньше. Ну, наверное, привыкнуть к этому можно. Половина, чуть больше, чем половина. Тигран уже регулировку руля под себя настраивает, да? Хорошо регулируется? А сидеть, кстати, удобно, мне нравится. Ну, нормально. Тут вот много лишнего места. Вроде как бы просторно, но не очень уютно. Но мне больше нравится, чем в приоре один хрен. Тигран, она лучше приора, я уже это вижу. Ну, ты сидишь как будто не в русской машине. Вот так смотришь. Kia, да? Русская, Kia, да. Так. Вот так. Ну, ты понял, да, что? Не, ну если подвинуться вперед, то как бы поуютнее. Сиденье здесь получше. Поуютнее становится уже. Ездят хорошо сиденье. Электрика никакой, к сожалению, не пахнет. Регулировки все. Вот, ты досмотри, есть нормальная регулировка. Можно раз и ушел. Вернись, Тигран. А мне не нравится, когда так. Посыпай, высоте тоже. По высоте есть, да? Регулировки есть. Бардачок у нас супер вместительный, Ох, ёп. Меня Тигран отбросил сейчас назад. Вот сейчас, смотрите, я ногами вон не дотягиваюсь. Места куча. Когда так сидишь. Но сзади уже никто не сядет, да? Да ладно, сяду. Это вот А ну, сейчас как четырки в руке. Ну сейчас я попробую. Это у нас сейчас максимально назад отодвинуто.
сиденье. Спереди вот тут место дуром. А сзади... А, подожди, есть место, смотри. Я думал, не сядешь уже. Да нет, я сел. И нормально так. Слушай, ну вот так я в фокусе ездил, когда спереди. Даже не до конца. Ну салон большой, да? Большой. Потолок высокий. Ну, можно еще откинуться тут. Вообще. Подлокотника нету, да? Но мы должны посмотреть, что нас больше всего интересует, Тигран. Оп. Есть. Есть. Откидываются спинки. Подожди. Усилков поместится много, да? Открой багажник. Две пятнашки, Тигран. 4. Не, серьезно, две двенашки без проблем. Вот прям без... Вообще без проблем. Нет, пятнашки грубовато, но... В смысле? Две пятнашки без проблем сюда. Тигран говорит, без проблем две пятнашки, я говорю, две двенашки. Ну, короче, большой багажник, нормально. Здесь заводская шумоизоляция. И ее просто положили, чуть-чуть прихватив здесь клеем. А зачем ты вытаскиваешь? В смысле, что ты показываешь? Да, я шумку увидел. Так, а ну закрой, Тигран. Вот удобная вещь. Смотрите, до конца отодвинутое сиденье, и можно Да, легко, смело закрыть. Сиденья передние у нас до конца отодвинуты, и не надо, и задние спинки опускаются. Закрываются отлично, замки срабатывают. Прям, слушай, вот сейчас вот как на иномарке. Я на приоре вот это вот на девятке вообще я молчу, нет, там не откроешь. И вот эти вот штуки я дергал когда на приоре, да? И хрен отдернешь. Здесь это все отлично открывается и закрывается, супер. Вот это круто. Не, ну да, это вопрос большой. Наверное, для освещения. Стекло, вот смотрите, оно меньше ладони заднее. Вот смотрите. А для чего оно? Можно было что разбить и открыть машину. Так, что, поедем теперь покатаемся, да? Гран, ну что ты скажешь, тебе нравится? Ну, прикольная машина. Ну, Kia, реально, сидишь как будто в иномарке. На Ладу вообще уже что-то ничем не похоже. 15,7. А, нет, 7,7. Прикинь, ты первый армянин, наверное, вообще в Весте. Конечно, надо. На видео, слышишь? Надо всегда пристегиваться. Ты чё? Заправили, все. Он уверенно так поехал. Я думаю, сейчас мы дернем. Не, ну шумку я хуже ожидал, если честно. А я не скажу, что тут какая-то великая, но... Не, ну слышно и мотор, да, и дорогу, но... Это хорошо, это нам работы больше. Приезжайте к нам делать шумоизоляцию на Весте. Так, не могу не обратить внимание, стеклоподъемники, наконец-таки задние пассажиры тоже имеют права и не крутить ручку. Иран, тебе нравится? Вот ты после приоры сейчас сразу пересел. Ну тормоза тут барабан, да? Ну я думаю, еще скидку надо сделать, что они притрутся чуть-чуть, машина новая. Глючит, да? Ну смотри, как. Подумал, да, и переключил. Там ругают, что он долго вторую держит, очень долго, и до третьей думает. Ну что ты думаешь про робота? Механику бы, да, лучше взял? Ну а для девочек как, нормально, так же лучше будет все равно, да? Ну если не валить, ты просто едешь спокойно, тебя напрягает робот или нет? Напрягает. А вон еще какой-то автосалон, конкурент ваш, наверное. Тоже ваш? А, вот это? Так, а тот салон старый вы будете закрывать или два будет работать? Открывается другая марка, здесь будет именно Лада, то есть сюда. Я сейчас вылез, очень удобно вылезать, места много, правда много. Это учитывая, передний пассажир сейчас сидит и ему удобно. Я не знаю, что мы остановились, ребята там что-то решают, кто куда поедет за рулем. Может Тиграна высадить хотят, не нравится, может тут едет. Ну он сколько там, 200, 260, не больше. Кстати, глянь, как задние фонари прикольно горят, да? Тоже похоже на что-то. Так, поехали. Все ищут, с чего ее слезали, да? Я вам расскажу, почему-то все ищут, с чего слезали Ладу Весту. Потому что они привыкли, что русские могут сделать такую машину.
Ну да, непривычно же, согласись. И начинается, нет, это Кио, нет, это Рио. Короче, Тиграну робот тоже не очень понравился. Но учитывая, что он стоит 20 тысяч, можно... Ну, пацаны, понятно, не купят робот, да? Ну, это ж тачка народная, я думаю, будет. Людям, которым без фанатизма ехать, им похеру, что он задерживается. Рулится? Слушай, ни хрена себе тут швыряет. Ну да. Острая, острая. Так это еще она, ну, как корова, да, поднятая. Ну да, если опустить, она вообще не... Слушай, на самом деле тихо очень в машине, реально. Ну, после иномарки, да, можно троллить, но для русской это очень хорошая шумка. Приоры, я тебе не скажу. А, после приоры даже лучше? Очень. Кстати, чувствительность повышенная на микрофоне сейчас стоит. Не надо говорить потом, что там дорогу слышно. Я просто так сделал, чтобы было слышно Тиграна. Он в полголоса говорит, и его отлично слышно, я думаю. Это даже на микрофон будет слышно. Тигран, скажи, руль, а мне не понравился. Не, он красивый, но вот отделка... Все. Тигран, давай не будем ее слушать. Музыку тоже приезжайте, переделаем. Там вот рядом с автосалоном есть магазин, я вам рекомендую туда зайти, если вы купите эту машину. Я ничего не буду говорить про эту аудиосистему. Но если тихо, а ну сделай тихо. Не, ну громче я имею в виду, не как ты сейчас сделал. Во, все. Кстати, нормально играет. Ну да, тем более это радио, хватит, все, выключай музыку. У меня ощущение, что у меня нарушаются мои музыкальные права. Тигран сам собой гоняется. Это полный автомат, да? 80. 100. Все, я по видео потом засеку, сколько там, 12-15 секунд до сотни. Не гляди на меня, ой, не надо, и коленки мои. Короче, машина по внешке, да, осталось сказать. Уже все сказали по внешке. Ее сравнивать с Kia Rio и с чем угодно сравнивать. У меня выводы простые. Машину пытаются сравнить с чем-то, да, с чего это копия, просто потому что, ну, непривычно, что русская машина может так выглядеть внутри или снаружи. Спорный дизайн там во многих вещах, но в целом охуенная тачка. Мне только бочина не нравится. Вот это вот, ну, покажи. Ну, будет видно. Вот эта вот выемка, да, она нормальная. Ну нахера было делать вот эту заднюю? Я знаю, в принципе, зачем. Потому что это типа Lada X-Ray, да, вот оттуда дизайн попер. Это типа буква X. Но вот этот иностранный дизайнер, я представляю, как с ним спорили на АвтоВАЗе. И пытались ему объяснить, что сбоку на русской машине букву Х писать не надо. Ну вот, однако, они ее сделали, я не знаю зачем. Поэтому уже холодно, пиздец. Сейчас мы сядем в машину и остальные выводы скажем. Тигран, а тебе дизайн как, нравится? Снаружи или внутри? Везде. Везде, ну, спорный дизайн на самом деле. Внутри мне нравится. Я уже много раз сказал, что это Kia Rio. А вот почему спереди не круз? На круз тоже чем-то смахивает. Да нет. Или ты лишний раз не хочешь круз произносить, да? Мне больше всего, знаешь, что в этой машине понравилось? Свет в салоне. Люстра такая, что очень приятно, когда белый свет, и еще так ярко. Тигран, у тебя не парится светом ехать? Мне нормально. Кстати, А со светом в салоне не парит? Не, один плюс всегда есть в любой машине, знаешь какой? На аккумуляторе. Понял, это шутка? Нет, не понял? Давай не будем дергать ручник. почему он не останавливает? Давай не будем дергать ручник, Тигран. Я уже дернул 3 раза. Ты хорош. Я тебе серьезно говорю, не... Повороте смотри, вот, DSP есть. Ты можешь так ударить меня головой в стекло, я тебе сразу сзади прилетит тогда, давай не будем. Так, ну и благодарность вот этому автосалону «Автолюбитель» хочу выразить. Они предоставили нам сразу 2 тачки. И никаких ограничений на нас не накладывали, мы смогли покататься, полазить по машинам везде, посмотреть, поковырять, загнали на подъемник нам. То есть содействие полное оказали, там, пожалуйста, ребята, пользуйтесь подъемником, хотите это, магнитофон там нам помогли снять, ну, чтобы мы не сами ковыряли. Спасибо огромное, если кто-то планирует покупать эти тачки, они сейчас есть 2, вот в этом автосалоне в городе Сальске. Контакты сразу под видео, первой ссылкой прикреплены, и можете там не только «Ладу» купить, но и
Тут Приора даже есть одна. Если Тигран ее сейчас не купит, то есть еще и Приора. Ну и куча всяких других. Гранта Спорт тут до хрена я увидел. Вот, короче, по поводу того, что там как-то люди очень так болезненно реагируют на то, что Лады называют куском говна. Но надо признать, у нас автомобилестроение пока стоит, ну, не стоит на месте, но на очень низком уровне находится. Вот эта машина, это прорыв, это надо признать. Ну, есть тут косяки, я сегодня постарался не троллить. Я могу затроллить тут очень жестко. Я понимаю, что это было бы веселее, но, во-первых, надо гордиться тем, что мы выходим в конкуренцию с такими брендами, там, как Kia, как Chevrolet, и машина на самом деле достойна, очень много плюсов, и она уже не похожа на классику, на переднеприводные восьмерки, девятки, на Приоры, даже лучше, чем вот Калины, Гранты. Это далеко уже шагнули вперед и по дизайну, и по шумоизоляции, и по управляемости тем более. Короче, мы сейчас еще поедем по дороге обратно, нам делать будет нефиг. Когда поедем в Ростов, да, в Бэхе, я вам расскажу еще что-нибудь. А пока вот. Так, ну итоги по Весте, пока едем, расскажем. Дизайн мне понравился. Давайте я еще раз скажу, я это несколько раз говорил. Троллить можно все что угодно, но надо, во-первых, понимать, что это русский автопром, а во-вторых, понимать, что это класс. Ну, Б-класс это, скорее всего. И люди, когда говорят там о качестве отделки салона, понятно, что есть машины лучше. Не надо требовать очень многого от этого автомобиля. Я мог там троллить и троллить, не затыкаясь. Все зависит от вашей искушенности. Там Давидыч может в Бентли сесть и затроллить Бентли. Но это не потому, что Бентли говно, а потому что Давидыч пытается показать вам, что Бентли для него говно. Вот, Лада Веста для кого-то говно. И надо понимать, что многие автопроизводители уже давным-давно там перешагнули этот рубеж, который Россия только сейчас, до которого Россия только сейчас начинает хоть как-то дотягиваться. Но есть люди, которые ищут автомобиль от 400 там, до 700 тысяч. Они в этой цене плавают, им либо покупать бэушную машину, либо покупать всяких корейцев, которые в принципе уже на такой достаточно высокий уровень вышли и по сервису, и по качеству автомобилей. Ну и понятно, что Россия не могла оставить здесь как бы Приору в этой нише. Машина уже морально устарела. И, ну, это десятка, по сути. На нее вешают опции, на нее вешают всякие дооснащения, но сам автомобиль не становится от этого глобально другим. Он просто становится в этой же базе чуть-чуть комфортнее. Вот, Веста это немножечко уже шагнули они дальше, хотя будет до хера мнений, начнут троллить, что там Приора кем-то лучше и кем-то. Мне она больше, чем Приора понравилась. Она новее, она тише. Я не знаю, как насчет скорости Тиграна, она, по-моему, вообще не прет, да? Она вообще не. Ну, мы ехали на роботе, и он довольно странно себя ведет. И я уверен, это будет доводиться, будут какие-то следующие версии. И можно, и мне кажется, шиться это будет. Если коробка там, я думаю, с мозгами, там будут меняться какие-то блоки, и эти косяки будут устраняться, но сейчас я бы брал на механике. Ну как, я потому что там надо иногда кайф, ускориться, пульнуть. Если вы обычный там среднестатистический россиянин, которому надо ездить на работу с работы, вполне нормально, сел и поехал. Там, она не для трассы, там резко не дашь газ в пол, чтобы обогнать. Ну так каждый день ездить хватает. Вот, по дизайну мне только бочина смутила. Вот этот громадный лючок бензобака, это, конечно, редкостный провал. И вот эта буква X, которую попытались изобразить двумя утоплениями в крыльях и в двери в задней. Ну да, с крыльев на двери, да, оно выходит. Вот, это, наверное, круто. Вот это Lada X-Ray там отслеживается. Но, во-первых, давайте начнем с Lada X-Ray. Ну, не очень хорошо в России называть автомобиль рентген, да? Рентгеновский луч или как это, да, рентген. Ну, так как назвать автомобиль, я не знаю, травматология. Так себе название, вот, и там буква X. И, конечно, для вот этого иностранного дизайнера это буква X, но для нас же это буква Х. И она нарисована сбоку, и это стрёмно. Вот, но это вот самое веселое, что в автомобиле. Троллить там можно все что угодно. Вот этот подлокотник, который не каждый сразу понимает, как настраивается. А вот этот тоннель центральный, который практически отсутствует для задних пассажиров, там тоже не очень удобно. Там очень много косяков, но
очень много и плюсов по сравнению с предыдущими нашими произведениями искусства русского автопрома. Вот, я как считал, что русский автопром стоит на месте и даже более резко, конечно, отзывался, так и считаю. Но Веста порадовала, есть там что хорошее, и я не могу сказать, купил бы я ее или Кию. У меня чуть-чуть другая философия. Если есть бабки, я всегда куплю годовалый, трехгодовалый автомобиль, классом лучше, в лучшей комплектации, но как бы я думаю, что лучше трахаться с машиной. Вот я сейчас еду в пятерке, в которую мне надо долить в радиатор антифриза, и там что-то еще, по-моему, надо... крышка багажника у меня начала глючить. Вот я год отъездил на машине, у меня есть мелкие неприятности, но я мог бы точно так же сейчас ездить на тройке, новенькой, в более плохой комплектации. Я вот выбираю сюда ехать на машине помягче, потише, но бэушной. Вот. Я не сторонник новых автомобилей, хотя, конечно, если средства позволяют, лучше всегда пойти и купить новый. Поэтому я не могу сказать, что бы я купил, но думаю, что сейчас... Вот, Тигран, ты бы выбирал Приору или Весту, что бы ты купил? Тигран же точно. Я опять обезьяну приложу. Я забыл, кого я спрашивал. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родной. Не мог мимо пройти, тут есть. Вот смотрите, мы проходили, увидели, видите, что тут есть? Да, тут есть магазин «Автозвук», а прям при салоне. А тут можно, да, купить машину и сразу у вас все купить, поставить, да? Сразу установка есть. Давай посмотрим в магазине. Большой магазин, хороший. Это что, бэушные диски? Ни хрена себе такие магазины. И в Ростове не найдешь на большие. Да музычку посмотрим. Похоже на рекламу прям магазина Тигран. Ярика поднял. Тигран, оценивай давай. Смотри, где ты, посмотри. А тут есть чему поучить сзади, так скажу. Нам бы вот такой стеллажик вообще было бы здорово. Посмотри, как круто. Короб что-то стоит, да? Нет, это САП плюс короб. 1800. Не, я удивлен, если честно. Большой магазин. Смотри. Это 4-дюймовая катушка? Или бой? Громадная какая. Бомбон в тройке, да? А четверок нету, да? А тройки купят? Покупают? Спасибо, пацаны, что магазин показали. Да. Тигран, тебе нравится тут? Да, круто, реально. Мне тоже очень понравилось. Все, поехали скорее кататься на Весте. Ну, давайте. Удачи. Прикольно, да? Удивлен, реально. Приехал, купил тачку, раз сразу закупил, не знаю, поставил тут же. Не, я зашел, думал, потроллим сейчас, да, магазин. А там многое лучше, чем... Не, ну там многое лучше, чем у нас, надо признать, гораздо многое. Ты знаешь, что просят обзор твоей кошки? Там 4 ноги, да? Вот эта нога чуть-чуть длиннее. А эта нога может сильнее царапать. А что она жрет? Да, а лижет ли она тебе ебальник после того, как лижет себе жопу? Не могу такой, слышишь? Ара, проще. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться.